Painty Hide and Seek. Мобильный клон известной Меча Хамелеон, который заявил о себе в трендах новых игр Google Play. Хоть и игра вышла неделю назад, но почему-то до сих пор нет статистики скачиваний и оценки. Стоит ли игра нашего внимания? Сейчас увидим. Приятного просмотра! Также, если вам интересно расписание видео или другие новости моего канала, в описании есть ссылочка на группы в Телеграме и Инстаграме. Что такое Меча Хамелеон? Это, если кто-то не знаком с этой игрой, расскажу. Типичная игра жанра Hide and Seek, где мы за таких вот белых стикменов должны перекрашиваться под окружение, ну или сами в какой-то предмет маскироваться. У нас есть здесь два режима: Play Now, Seeker Mode. Seeker Mode это искать, как я понимаю. Даже здесь, кстати, есть настройки графики. Если коротко пройтись по отзывам, я изучил подробно отзывы об этой игре, и я уже понимаю, что эта игра из себя представляет. Очень много есть хейта в сторону этой игры по поводу рекламы. То есть игра откровенно сделана ради заработка, реклама просто бесконечно идет в любой причем момент, даже когда вы перекрашиваетесь, прячетесь или в какие-то другие моменты. Но что любопытно, игра у меня запустилась без интернета. Я думал, что разработку возможности нам не дадут. Есть у нас выбор двух стикменов, квадратный и обычный. Судя по всему, это полностью синглплеерная игра. Есть у нас есть три карты. Ну что, уже становится очевидно, это то, что игра полностью синглплеерная. Здесь нету никакой кнопки про мультиплеер. Я без интернета как бы запускаюсь, значит, получается, мультиплеер контента нет и нигде нам не будет подыскивать других игроков. Ага, можно подниматься, но об этом я знаю. Ну давайте попробуем под что-то перекраситься. Правда, нас будет искать тот же бот, поэтому я, честно говоря, даже не знаю, есть ли смысл особо в такую игру залипать. Блин, странно как это работает, оно плохо рисует как будто. Так, вот это у нас позы должны быть. Да, вот есть разные позы. Ну, тут такое себе. О, есть масштаб, вот это хорошо, это и должно на самом деле быть. Но закрашивает оно очень плохо, вот здесь сразу же это бросается прям. Ну да, нормально зарисоваться тут не получится. Ну а если смысл вообще у нас зарисовываться, учитывая, что мы имеем дело с ботами? Вот это хороший очень вопрос. Блин, у меня не получится нормально зарисоваться. Здесь толщины кисти нельзя никак менять, или можно? Это что у нас? О, вот это, наверное, толщина кисти. Да, ладно, нашел я это. Прилипнуть я нормально не могу почему-то к стене. Цвет какой-то абсолютно не похожий или похожий. Тень, походу, нужно отключить. Здесь где-то должна быть кнопка отключить тень. А, нет. В Меча Хамелеон должна быть, но здесь, походу, такой кнопки нет. Но здесь из-за тени как бы мы палимся. А, кстати, нас уже ищут, но при этом боты просто стоят и смотрят, как это работает. Ну, хотя бы, кстати, здесь пипетка очень хорошо работает. Стоп, это минимальный размер? Вот это у нас минимальный размер, и это настолько толстый контур получается, что и зарисоваться под вот этот фон я не смогу. Ну, короче, допустим, я спрятался. А толку, если меня никто не ищет? Короче, режим хайдеров, видимо, вообще не работает в этой игре. То есть, вы серьезно? Игра тупо не работает нормально. А, мне старт нужно было нажать. А почему мне время шло? Меня найдут? Да, меня нашли. Я не понимаю, это очень плохо работает. Ну да, кстати, прошло времени 142 секунды, то есть время шло, но при этом старт я не нажимал, монетки мне шли, ну короче, это очень плохо работает. Я хочу попробовать Seeker мод, вот это как будто бы действительно что-то интересное. Здесь можно реально побегать, поискать, и может быть что-то будет прикольное, но режим хайдера абсолютно бессмысленный. Он тупо не работает, плюс мы еще и играем чисто с ботами. Если честно, я не знаю, сможет ли меня игра удивить, я очень сомневаюсь, что будет мне прям тяжело играть за Сикера, что прям хорошо будут маскироваться. Так, а я не могу ничего делать, да? Да, потому что у нас идет обратный отсчет. У нас 3 охотника, 5, а я как будто бы даже искать никого не буду. Как будто бы за меня... О, класс, да? Чувствительность, кстати, да. Чувствительность настроить в игре абсолютно нельзя. Боты прячутся просто-таки отвратительно. Тут абсолютно не имеет никакой сложности их искать, чувствительно не настраивается. Блин, ну в игре буквально ничего нет. Очень сырая. Это что, стрелять я могу бесконечно? Да, да. Полностью бесконечно. Без каких-либо ограничений. Так, а где-то 3 мы не можем найти. Двигаются у меня персонажи очень медленно, как по мне. Это что за текстурка такая странная? Прыгать, да, кстати, прыжка в игре никакого нет. А, ну здесь можно же подниматься. А нет, нельзя подниматься. Но за хайдеров можно, за сикеров почему-то нельзя. Странно очень. Так, а где оставшиеся 3? Они вообще прячутся в каких-то других комнатах, кроме вот этой стартовой? Что-то я вообще никого не вижу. Так же, как и я своих тиммейтов что-то не вижу. Что-то они как-то в моменте испарились все. А может я вообще здесь один играю? А, нет, не один. А что будет, если я... Ну да, в тиммейта ничего не будет. Карта маленькая, но что-то мы ничего найти не можем. Ну да, подняться я наверх никак не могу физически. То есть, допустим, если бы кто-то вот там вот прятался, а я, например, могу там спрятаться за хайдеров, то там, получается, меня не найдут? О! Вижу еще одного.
Правда, а как это зарегало? Или их там двое было? А, их там двое было, почему-то двух еще в одном месте заспавнилось. Ну да, это боты. Их как-то генерируют в одних и тех же местах, походу, и даже могут накладываться друг на друга. О, кстати, вот здесь я могу подняться. Что это мне даст? Как будто бы абсолютно ничего. Я, кстати, не знаю, они могут прятаться вообще где-то типа на потолке? В Мече Хамелеон можно. В этой игре как будто бы здесь нет таких спавнов у ботов. Остается 1 минута, и есть на самом деле смысл как будто бы проиграть, потому что мне что-то в моменте стало любопытно. А покажете ли нам, где прятались все, если я сейчас проиграю? Что-то мне подсказывает, как будто бы не покажут, но я и так не могу найти последнего. Я как будто все комнаты осмотрел, но где-то что-то я упустил. О, классно получилось, я сюда залез и вылезти теперь не могу. О, вылез, ладно, по ящикам как-то. О, нашел последнего, но у меня даже прицел туда не опускается, вы серьезно? Но я нашел его. А, так его даже убить невозможно, или возможно? Да, возможно, все, Victory. Первое место, правда, к чему здесь вообще ранг? Ну и далее плюс 50 монет. Есть 2х, есть следующий, а следующий это что? Просто следующий раунд? А, нас просто отправляют в главное меню. Не, на самом деле это очень странно. Я поиграл в эту игру всего лишь каких-то жалких 15 минут, но, как по мне, здесь уже можно сделать вывод, и здесь как будто бы нет смысла продолжать. Игра синглплеерная, никакого мультиплеера здесь нет. Вы играете с ботами. Если вы играете с ботами, то понятное дело, что все здесь скриптовано и сделано очень криво. Зарисовываться какие-то инструменты типа есть, но они работают плохо. Учитывая, что вы играете против ботов, я не знаю, есть ли здесь смысл вообще как-то маскироваться, потому что каким образом боты, сикеры вас находят, ну, я не знаю, как это работает. За сикера играть можно, но здесь тоже есть свои моменты. Например, довольно-таки предсказуемо прячутся боты, можно запомнить одни и те же места спавна. Очень много здесь контента с рекламой, при том, что здесь реклама сама по себе просто так показывается, чтобы разрабы, скажем так, заработали деньги, даже без наград. И это прям катастрофически плохо. Я даже, играя просто в эту игру, часто замечал, у меня было уведомление о загрузке рекламы, но никакой рекламы не было, потому что у меня, соответственно, отключен интернет. Это логично. Но игра сделана очень плохо. Я, как говорил уже в начале, изучил отзывы, поэтому понимал, что эта игра из себя представляет, и ничего нового здесь, очевидно, не открылось. Еще раз добавлю то, что я изучил разрабов этой игры, и у них в целом такая репутация, у них есть много таких игр, которые клоны других игр, и там просто чисто дофига рекламы, и все. Никакой глубины геймплея, ничего вообще нет. Поэтому точно, однозначно скажу вам то, что я не рекомендую вам играть эту игру. Не знаю, появятся ли в дальнейшем более качественные клоны Меча Хамелеон в Google Play, но в это точно играть не стоит. Я думаю, вы и сами это прекрасно поняли по этому видео. Ну и надеюсь, что это видео было для вас полезным, и если это так, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим подобным контентом. Также нажимайте на колокольчик для уведомлений, и желаю вам успеха, и надеюсь, увидимся в следующих выпусках.